Немного из практической рабочей ситуации. Сижу, проектирую для одного объекта небольшую разделяющую зеленую стену. И может быть там пергольная история. Или может быть еще что-то. Вот сейчас покажу, как у меня это все идет в процессе. На раз, два, три. Покажу, как выращиваю в проекте вот такую структуру. И пройдусь по шагам, как же я ее получаю, как же я к ней прихожу. Меня зовут Эдуард Кичигин, и ландшафтная архитектура — это моя профессия. Это то, что я практикую, это то, что я преподаю теперь в Академии лесотехнической в Санкт-Петербурге. И это то, что я прям очень люблю. И вот маленькие фрагменты из того, что я делаю. А скетчинг, который все видят, это только обслуживающая вот эту мою профессию структура. Но он максимально публичный, потому что вот эти рисунки не публичные. А проектная история, она не всегда публична. Ну, иногда буду показывать вот такие вот частички, фрагменты. Я думаю, это будет интересно. Тум-тум. Ищу идею для стриженных. Все руки в туши. Ну, потому что прямо рисую нон-стоп. А идея вот такая. Тык. Может быть, это будет вот такая стена. Довольно длинная, довольно интересная. Для самоштабности человечка, конечно же. И стена зеркалится в другую сторону. Вон туда. Чуть-чуть акцентов для того, чтобы ритмы проявились эффектно. И подписи, конечно. Чуть-чуть вида сверху для понимания. И, конечно, размер. Тут может быть 0,5-1 метр. Тут же прикидываю эту историю в 3D. Тыдын. И в визуализации смотрю, как это работает. Возвращаюсь к своему эскизу. И думаю, может быть, с этой формой будет неплохо работать. Вот такая вот пергольная история. Естественно, процитированная зеркально и в другую сторону. А если есть пергола, то, может быть, там могут быть и места для сидения, для отдыха. Возможно, как-то так. Тык-дым. Или, может быть, вот так. Тын-тын. И примерно вот так. Теперь я думаю, может быть, вот здесь, где у меня идет история с перголой, мне нужен виноград. Или хмель, или виноград. Вот так, сверху. Симпатично. И, конечно же, подпишу это специально. Думаю, вроде все симпатично, но что-то не складывается, и тут приходит в голову свежая мысль. Хо-хо, подкупающая своей новизной. Что, может быть, вот эта вот структура пергольная, она может быть, ай-яй-яй, она может быть арочной. Это любопытно. Если я пойду в эту историю, то что у меня получится? Вот примерно как-то так. Тук-дук. Ну и, соответственно, как-то вот так. Если посмотрим побольше. В принципе, мне очень даже нравится, потому что есть в этом какое-то изящество. И с обратной стороны интересно смотрится, потому что и супер массивно, и супер деликатно. Любопытно. Хорошая импрессия, хорошее впечатление. Как будто бы руины, как будто бы природа и цивилизация вместе. Как будто бы цивилизация уходит, а природа приходит. И за счет того, что стриженная форма может быть несуразно массивна, вот эти пергольные арочные структуры стремятся вверх, как будто бы летят. Короче, я доволен. Вот так проектная история выходит из вот такой вот идеи скетчинга, приходит в 3D-моделирование и приходит в готовый продукт. То, что я тут же переношу эту идею в 3D, это очень хорошо, может быть, для наглядности, для того, чтобы яснее проявить мысль. Но сам скетчинг, он уже имеет все необходимые элементы для того, чтобы архитектор, ландшафтный архитектор, он передал свою мысль или клиенту, или подрядчику, или любому другому человеку. Скетчинг
дает выражение полноты. Раз, и вариативности два. Если 3D это такая точная структура, в ней ты сделал и, ну, или нравится, или не нравится, то скетчинг за счет своей недосказанности, недорисованности, недоформулированности имеет больший объем вариативности для того, чтобы идти в одну сторону, в другую сторону, в третью сторону. И это очень хорошо и очень удобно, невероятно удобно. Видите, что в этом листе есть уже все необходимое для того, чтобы понять вот эту вот идею проекта. Это фронт, вид сверху, развитие вот этой ситуации. Вот здесь я думал, рождал вот эти идеи. Здесь есть понимание по тому, что изображено на рисунке, понятие соразмерности человеку, понятие основных размеров. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Все это можно передать, все это можно объяснить, все это можно показать, и все это можно понять, даже не двигаясь в 3D. Поэтому для меня, например, вот очень странный вопрос, должен ли архитектор или ландшафтный архитектор уметь рисовать? Рисовать, ну, быть художником нет, конечно, но скетчить вот на таком простом уровне, для того, чтобы передать идею вот этим, вот просто вот этим, или вот этим, да, всем чем угодно. Я рисую, например, ложкой на салфетке, на кофе, на бумажке, нет проблемы. Я рисовал с помощью макарон, я рисовал с помощью скотча на проекте, на самом объекте. Нет разницы. Ты берешь те инструменты, которые у тебя есть в руках, ну, в твоем распоряжении, и делаешь ими свою проектную идею. Показываешь то, что породил твой мозг, что придумал твой дух, что дало тебе твое образование, что дал тебе твой талант. И вот это вот берешь и выражаешь сразу же. И на это не нужно много времени. Этим можно заниматься в поле, там, в самолете, в поезде, ты едешь, где угодно. В любой ситуации тебе застала вот эта вот необходимость выразить свою проектную идею, и ты берешь и выражаешь, если она у тебя есть. Более полного иллюстрирования моей мысли покажу немножко того, чем я занимаюсь почти каждый день. И вот, например, это мой рабочий скетчбук, и он выглядит довольно симпатично. И это тот тип графики и тот тип подхода к скетчингу, который я даю на своих курсах. Простые упражнения, как зарядка, как такой необходимый минимум фитнес для ландшафтного архитектора. Это симпатично, просто и эстетично. И не истощает так, как работа, например, с компьютером и в 3D, а наоборот заряжает. И кто смотрит мои видосы, знают, что таких скетчбуков у меня много. И есть обзоры по скетчбукам, именно по рабочим скетчбукам проектирования. Те, где я рассуждал, каким образом я, например, думаю, строю вот эту вот идею проекта, выращиваю его культуру, философию, эстетику, практику, перевожу ее сначала в скетчевом формате, потом иду куда-то в 3D и представляю проект уже более наглядно. Вот, если это интересно, то смотрите, у меня там довольно много роликов на канале. Если кому интересно, чем я работал в этом видео, это Parallel Pen, пилот, японская ручка для каллиграфии. Но инструменты использую разные, и смотрите там в описании ссылка на то, где я сделал небольшую статью, какие инструменты я использую. В общем, линк будет там в закрепленном комментарии. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао.